Водитель школьного автобуса начал замечать, что маленькая девочка тихо плачет каждый день на его маршруте. Однажды, после того, как водитель всех высадил, он решил разобраться и заглянул под ее сиденье, и то, что он там обнаружил, заставило его ахнуть. Когда Гарольд Мейсон вышел на пенсию после 37 лет работы автомехаником, он решил, что не может просто сидеть дома. Усталость от бездействия, от телевизора, от слишком долгих завтраков с пустыми разговорами подталкивала его к движению. Он устроился водителем школьного автобуса в небольшом северном городке Брукдейл. Работа была спокойная, ритмичная, и он вскоре полюбил детей. Их шум, разговоры, энергию, которая помогала ему не чувствовать свой возраст. Он знал свой маршрут наизусть, знал почти всех детей по именам и, что немаловажно, видел гораздо больше, чем они думали. Но однажды все изменилось. Сначала он просто заметил, что одна из новых учениц ведет себя странно. Маленькая хрупкая девочка с длинными волосами, которые всегда скрывали ее лицо. Она села в автобус в первый раз тихо, не поднимая глаз, и сразу выбрала место в первом ряду у окна. Обычно новенькие старались сесть вглубь салона, где можно было остаться незамеченными. Но она будто наоборот, хотела быть ближе к водителю. Гарольд отметил это про себя, но не стал вмешиваться. Она выглядела как обычный интроверт. Прошло несколько дней. Он начал замечать, что каждый день, начиная с обеда, когда он забирал детей обратно домой, девочка, которую в журнале звали Ханна Риверс, начинала плакать. Не всхлипывать вслух, не заламывать руки, а просто тихо, едва заметно вытирать слезы, пока другие дети не видели. Она сидела молча, уткнувшись в стекло, и почти не двигалась. Гарольд видел многое за свою жизнь и научился замечать, когда что-то не так. Он начал наблюдать за ней осторожно, через зеркало заднего вида, украдкой. Девочка не общалась ни с кем, ни с другими детьми, ни с ним. А потом, однажды, он услышал, как из-под ее сиденья раздался металлический звон. Он обернулся. Она торопливо выпрямлялась и спрятала руку за спиной. Гарольд спросил: «Все в порядке?» И она, не поднимая глаз, ответила, что уронила платок. Но никакого платка он у нее потом не увидел. На следующей остановке, когда последнего ребенка высадили, он задержался в автобусе и пошел назад к ее сиденью. Наклонившись, он увидел, что решетка вентиляции под креслом слегка отогнута. Он просунул туда пальцы и достал оттуда небольшой пластиковый пакетик. Внутри были таблетки. Когда он посмотрел ближе, его сердце пропустило удар. Это были противозачаточные. Для чего 14-летней девочке такие таблетки? Откуда они у нее? Он достал телефон, сфотографировал упаковку и аккуратно положил все обратно, но не на место, а в свою сумку. Это было серьезно. Он не мог это игнорировать. В тот же вечер он отправил сообщение директору школы с описанием того, что нашел, приложив фото. Ответа не последовало. Утром он набрал школьный офис. Секретарь сказала, что директор на совещании и что его сообщение в процессе рассмотрения. Он повесил трубку, сжав ее слишком сильно. Его начинала охватывать ярость. На следующий день он снова заметил Ханну. Она шла по улице после школы одна, направляясь к аптеке. Он притормозил, не подходя, просто наблюдая. Через несколько минут она вышла с маленьким бумажным пакетом, а затем свернула к винному магазину на углу. Оттуда вышел мужчина. Гарольд сразу понял. Это был ее отчим, потому что в прошлом он уже видел его возле дома, где высаживал Ханну. Мужчина что-то сказал ей, передал бутылку воды, и они сели в машину. Гарольд почувствовал, что не может это отпустить. Он поехал за ними. Машина выехала за пределы города и остановилась у старого лесного парка.
Ханна и ее отчим вышли и направились к зоне пикника, а вскоре к ним подошли еще 3 мужчин. Вся группа направилась к неприметному хозяйственному сараю. Гарольд остановился, позвонил в 911, сообщил, что несовершеннолетнюю девочку завели внутрь 4 взрослых мужчин. Он остался на линии, наблюдая из-за кустов. Через грязное окно он увидел Ханну, прижавшуюся к стене, и как один из мужчин, ее отчим, говорил что-то сквозь зубы, угрожая девочке. Гарольд передал это оператору. В этот момент к сараю подошли 2 случайных прохожих. Они тоже заглянули в окно и, увидев происходящее, постучали в дверь. Внутри послышался женский крик «Помогите!». Через минуту на стоянку влетели полицейские машины. Офицеры выбили дверь. 3 мужчин легли на пол, а отчим Ханны встал между ней и офицерами, заявляя, что это недоразумение. Когда его скрутили, он выкрикнул Гарольду «Это ты все испортил!», прежде чем его увели в наручниках. Ханна была в шоке. Ее посадили в скорую, укрыли пледом. Один из офицеров подошел к Гарольду. «Она просит, чтобы вы поехали с ней». Гарольд одобряюще кивнул. В больнице Ханну осмотрели. Подтвердилась беременность. Она рассказала, что отчим начал заходить к ней по ночам. Она пыталась остановить это, но он угрожал ей и ее матери. Таблетки она купила сама, в страхе. Она не знала, что делать. Гарольд сжал ее руку. Он понимал, насколько она была одинока. Вскоре прибыла ее мать, беременная женщина по имени Рэйчел. Когда она узнала правду, у нее начались преждевременные роды. Гарольд остался с Ханной, пока мать была в родильной палате. Девочка сказала ему: «Бабушка говорит, мама забудет меня, когда родится малыш, что я теперь по бремя». Он посмотрел ей в глаза и сказал: «Это неправда. Любовь не становится меньше, когда появляется кто-то еще. Она становится больше». Когда мать вернулась из родильного отделения с младенцем, Ханна впервые улыбнулась. Она выглядела истощенной, но свободной. Позже она протянула Гарольду лист бумаги, на котором было написано: «Спасибо, что не прошли мимо». Он вышел из палаты, зная, то, что он сделал, остановился, увидел, вмешался, спасло ее. И иногда именно это и значит быть человеком. Он понимал, что теперь все только начинается. Будет расследование, допросы, суд. И что вряд ли все закончится быстро. Но главное уже произошло. Зло, которое скрывалось в тени, было вытащено на свет. Школа организовала внутреннюю проверку, директору вынесли дисциплинарное взыскание за бездействие. А Гарольд продолжал водить автобус. Дети по-прежнему болтали, играли, бросались бумажками, но теперь он смотрел на них иначе. Он научился распознавать не только смех, но и тревогу, спрятанную за ним. Однажды утром на сиденье в первом ряду снова кто-то оставил записку: «Вы все еще мой герой, Ханна». Он улыбнулся. Значит, она нашла способ идти дальше. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.